Привет, друзья! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Нью-Йорке. Независимо от внешних обстоятельств, здесь все проходит по привычному расписанию. Будь то масштабные громкие шоу, скромные презентации только для своих или хорошо отполированный лукбук. Да, если в мире и есть что-то по-настоящему стабильное, так это цикл модной жизни. И сегодня, мои дорогие зрители, настал тот самый момент, когда пора познакомиться с главными нью-йоркскими трендами осень-зима 2026-2027. А вот насколько нам будет легко и удобно внедрить их в свой повседневный гардероб на предстоящий холодный сезон, я очень надеюсь, друзья, узнать из ваших комментариев к этому видео. Приятного просмотра! Первым делом хочу выделить такую заметную сейчас в фэшн-индустрии тенденцию, как новая элегантность. Ее основная идея – одежда без демонстративной роскоши. Образ выглядит дорого благодаря высокому качеству материалов и кроя, а не количеству украшений. Причем дизайнеры здесь отказались от чрезмерной строгости. Плечи стали мягче, талия менее подчеркнутой, а силуэты свободнее. Новая элегантность смещает акценты в пользу базовых вещей, что остаются актуальными дольше, чем яркие вирусные новинки. Модная многослойность. Вот она уж точно популярна в холода. И для нас теперь это не просто тренд, а официальное соревнование на звание главного стилиста собственного шкафа. Дизайнеры предложили, мы подхватили, а как иначе? Ведь это удобно, функционально и дает нам возможность комбинировать вещи до бесконечности. Образ получается пусть и немного небрежный, не идеальный, возможно, неправильный, зато такой настоящий. Он зеркало нашего настроения. Смело сочетайте прозрачное с мехом, кожей или денимом. Комбинируйте грубую шерсть с гладким шелком. Надевайте жакет, пальто, вязаный кардиган, стеганый либо меховой жилет поверх джемпера, рубашки и водолазки, а блузу с рюшами под спортивную куртку. Наслаждайтесь свободой, пока другие ломают голову над вопросом, в чем же отправиться на работу, в кафе или на шопинг с подругой. Ваш наряд будет куда более универсальным. Лучшие идеи подсмотрим у Альтузара, Майкл Корс, Тори Бёрч, TWP, Прабл Гурун, Эшлин и многих других. Одежда из кожи. Вне всяких сомнений, была и остается в тренде. Мы давно оценили практичность кожаных вещей. Они стали прямым отражением нашего высокого спроса на носибельную, комфортную моду. И это хорошо заметно в коллекциях. На подиуме в Нью-Йорке почти в равной степени присутствует как матовая, так и кожа с лакированным блеском, а также слегка состаренные поверхности. Из верхней одежды в фаворитах косухи, более теплые летные куртки, брутального вида плащи. Но я бы не прочь включить в свой гардероб эффектный микс кожи и меха от Джозефа Альтузары или элегантную брючную двойку, дополненную трикотажным топом-туникой. Здесь же присмотрела базовую юбку а силуэта в темном шоколадном тоне. Драпировка и асимметрия. Их сочетание дало возможность дизайнерам создать в модном образе ощущение движения, подчеркнуть фигуру без жесткого облегания, сделать силуэт более пластичным, а базовые вещи более выразительными без обилия декора. Вместо классических греческих складок появились сложные перекрученные конструкции, узлы и сборки. В новых коллекциях теперь часто встречаются платья и топы с одним открытым плечом, диагональными вырезами, неровной линией подола и смещенными застежками. Вряд ли у нас с вами, друзья, получится при обсуждении трендов на холодный сезон обойти стороной меховые изделия. Тем более, что бренды постарались не упустить возможность и от души наполнили коллекции пушистой красотой. Мех стал одним из главных персонажей фэшн-шоу в Нью-Йорке. И я очень надеюсь, что ради высокой моды ни один зверек не пострадал. Именитые бренды сегодня отдают предпочтение искусственным материалам, либо это стриженная овчина. И пока не наступили лютые зимние холода, запасаемся мохнатыми шубами или аккуратными полушубками, меховыми жилетами и горжетками. Наполняем гардероб мягкими манишками, шарфами, съемными воротниками и пушистыми сумками. Приятным бонусом нью-йоркских показов оказался тренд на максимальный уют. Отсюда немалый интерес индустрии моды к трикотажной и вязаной одежде. Это может быть как классика в чистом виде, так и всевозможные эксперименты с цветом, формой, узором. Джозеф Альтузара, например, простой минималистичный фасон дополняет накидкой платком либо встроенным капюшоном.
Уэс Гордон и без того очаровательные женственные трикотажные сеты Каролина Эррера украшает цветочным декором. Тори Бёрч составляет стильные аутфиты с базовым свитером, предложив закатывать рукава так, будто в данную минуту вокруг вас буквально кипит работа. Либо носить в паре теплые кардиганы с позолоченной вышивкой, которая, к слову, выполнялась мастерами вручную по древней индийской технике. Этой осенью важной составляющей повседневных нарядов становятся корсеты, бюстье, бра-топы. Модное сообщество дружно решило постепенно отказываться от бесформенного стритвира в пользу скульптурных силуэтов. Напомню, данный тренд мир моды активно наблюдал еще в прошлых сезонах. Он даже успел добраться и до масс-маркета. На нью-йоркских показах бренды проявили немалую изобретательность, предложив самые разные варианты по стилизации образа. В линейке Ralph Lauren я бы отметила изящный кожаный корсет с подчеркнутыми чашками бюстом, что будет отлично смотреться в союзе с более свободными брюками. А еще элегантный комплект из плотной шерсти с архитектурного кроя топом на широких бретелях. Театральные макси-юбки. В прошлых видео мы с вами, друзья, уже обсуждали тенденцию на юбки с характером. Теперь дизайнеры определились с конкретной моделью. И это не базовая макси с театральным настроением, как в гардеробе Альтузара, Кейт, Майкл Корс. Широкий крой, асимметричность или контраст деталей. Способы добавить выразительности в образ могут быть самыми разными. Главное – стилизовать с правильным верхом. Например, пышные юбки с неровным волнистым подолом или многоярусные в стиле фламенко миксовать с тяжелым пальто-бушлатом. Модная бахрома. Сегодня она успешно существует во всех вариациях и не покидает тренды последние несколько лет. А все потому, что она красиво смотрится в динамике. Может стать как украшением любого наряда, так и самостоятельной частью аутфита. На неделе моды в Нью-Йорке длинная бахрома отметилась, если не в каждой второй, то в каждой третьей уж точно коллекции. От открытой, женственной, с нотками романтики под маркой Ула Джонсон до более повседневной, лаконичной тип Double P. Еще немного о верхней одежде. Отдельно хочу выделить короткую дубленку. Дерзкая, немного винтажная, будто найденная в старом альпийском шале. Она не лучший выбор для январских морозов и вряд ли станет хорошей защитой от снежной метели. Скорее, это версия для прохладной осенней поры. Но главное, она задает настроение, бодрый ритм всему образу. Широкий воротник, мягкая овчина, матовый или глянцевый верх. Короткая дубленка хорошо сочетается как с джинсами, кожаными брюками, так и с летящими тонкими нарядами. В тренде винтаж. Жаккардовая ткань, изящная вышивка, кружево, сложная ручная работа. В данном случае все, что делает современные вещи похожими на семейные реликвии, которые бережно хранились несколько десятилетий, даже если вы только забрали их из бутика. Таким способом мода отвечает на всеобщую усталость от одноразовых покупок. К пальто с фактурой, вышитым платьем, украшениям со сложным оформлением хочется относиться более бережно. Однако стилизовать их лучше в диалоге с сегодняшним днем. Например, серебристую блузу со строгой черной юбкой, бархатное мини с классическим жакетом из плотной шерсти и сапогами для верховой езды. А украшенную кружевом юбку с простой водолазкой или свитером. Так вещи не будут похожи на ретро-экспонаты и станут частью вашей фэшн-биографии. Длинные перчатки. В стильных образах они буквально оказались неотъемлемой частью наряда. Как продолжение руки, популярный нынче аксессуар гармонично вписан дизайнерами в общую визуальную линию комплекта. Если, конечно, подобран в тон. В гардеробе под маркой Michael Kors длинные перчатки давно в числе базовых вещей, независимо от сезона. И здесь все работает по правилам. Черный к черному, бордовый к бордовому, а песочный к песочному. Спутать невозможно. Хотя есть и контрастные сочетания. А вот у Улы Джонсон иной взгляд на данный аксессуар. В повседневный образ она решила добавить легкой эксцентричности и помимо опертых перчаток включила в аутфит трикотажные гольфы. Причем без прямых совпадений в цветовой палитре. Самое модное украшение. Нет ничего лучше, чем наряд с роскошной брошкой. Так, если верить очевидцам, говорила когда-то Коко Шанель. На нью-йоркских показах дизайнеры решили не спорить с великой законодательницей мод и последовали ее совету.
Теперь помимо привычных нам украшений, будь то серьги, модные золотые браслеты, массивные колье или подвеска на тонкой цепочке, обращаем внимание на аккуратную брошь, которую можно приколоть к любому верху. Но если у Прабал, Гурун, Ральф, Лорен и прочих брендов она будто сокровище из старинной шкатулки, то в коллекции Tory Burch на свитерах мы видим оригинальные по форме броши-булавки в виде рыбок, где каждая похожа то ли на сардину, то ли на сельдь и лоси. Что хотелось бы сказать в финале, друзья? Неделя моды в Нью-Йорке, став по традиции отправной точкой в марафоне осенне-зимних показов, сумела задать целый ряд достойных внимания трендов, лишь слегка приправив их пусть и мимолетными, но интересными фишками. Основной упор был сделан на переход к более зрелой и долговечной моде. Дизайнеры в первую очередь сосредоточились на качественных материалах, безупречном крое, функциональности и комфорте в одежде. Не забывая, конечно, любой образ завершать стильными аксессуарами. В центре внимания большинства брендов сегодня спокойная роскошь, выразительные фактуры, мягкий тейлоринг и продуманные силуэты. А более подробный разбор каждой коллекции вы всегда можете найти на моем канале. Всем зрителям огромнейшее спасибо за поддержку, за лайки и комментарии. Пусть в вашем гардеробе на предстоящий холодный сезон обязательно найдется место для стильной обновки. Чтоб и для души, для красоты, тепла и для позитивного, солнечного настроения.